Как все успевать? Вопрос нехватки времени затрагивает практически всех. А вы знаете, что люди тратят до 36% своего рабочего времени бесполезно, что составляет 78 дней в году. Это происходит из-за неумения и нежелания планировать свое время. Возможно, кто-то возразит, что время невозможно контролировать, и жизнь наша полна сюрпризов. Тайм-менеджмент базируется на принципе «планируйте, иначе вас спланируют». И управление временем возможно только при наличии конкретных планов и видения будущего. Будь то завоевание мира или что-то попроще, например, привести себя в хорошую физическую форму. Философия тайм-менеджмента гласит, что свобода в одной области жизни требует ограничения в другой. Это искусство выделять время на самое важное. Но часто наши жизни выглядят наоборот. Мы тратим время на мелочи, а на важные вещи его не хватает. Мы начинаем торопиться, чувствуем нервозность и попадаем в ловушку нехватки времени и неудовлетворения жизнью. Почему же так сложно организовать себя и свое время? Первая и главная причина – отсутствие целей, видение себя в будущем, и склонность плыть по течению. Вторая причина на поверхности – отсутствие желания организовывать свое время. Если человек хочет, он делает. Если не хочет, находит оправдание. Это банальность, но это правда. Третья причина – наша лень и несобранность, особенно когда дело касается неприятных обязанностей, которые рано или поздно все равно нужно выполнить. Четвертая причина – привычка откладывать все на потом, часто из-за отсутствия интереса к делам. Пятая причина – тяга тратить время на разминку перед работой. Кофе, разговоры с коллегами, новости прочитать, социальные сети. Что делать-то? Эти проблемы можно свести глобально к отсутствию мотивации. Часто мы бессмысленно тратим драгоценное время, потому что, повторюсь, не имеем ясной цели и представления, на что уходит наше время. Определите свое желаемое будущее, чтобы аж до мурашек, до искр из глаз и чувства восторга и предвкушения в груди. Свое будущее для вас, а не навязанное социальными сетями, окружением, или чтобы было как у всех, или как правильно. А дальше учимся управлять временем планированием. Для этого полезно вести хронометраж дня. Это позволяет взглянуть на свой распорядок со стороны. Выберите один день и отмечайте время начала и окончания различных дел. В конце дня сделайте итог. Вы удивитесь, узнав, что на само дело ушло меньше времени, чем на разминки. Начните планировать свой день. Я, например, делаю это каждое воскресенье, распланировав всю неделю наперед. И эта привычка давно внедрена в мою жизнь. И долгосрочные, важные для меня цели, они распланированы на месяц, на 2, на 3 иногда. Это про дисциплину и рутину. Об этом я еще хочу записать отдельное видео. Первое, что нужно усвоить, не жалейте времени на построение планов. Главное преимущество планирования состоит в том, что время, затраченное на него, приводит к сокращению времени, которое пойдет на работу и другие запланированные дела. Время, затраченное на планирование, это время решения. Это то, что вы выбираете делать. Любое планирование следует осуществлять в 2 этапа. Сначала составьте список всех дел и определите приоритеты, то есть те дела, которые важнее остальных. Я думаю, вы тоже это много раз уже слышали. Путем нумерации распределяем пункты в порядке значимости, то, что важно сейчас. Затем переписываем все заново, ключевое. Ни один список не является полным, пока он не отражает порядок важности дел. Это и есть азбука планирования. Но план составлен. Надо приступать к его выполнению. И здесь происходит самое интересное. Мы начинаем тормозить. Нам попросту не хочется приступать к делу. Ведь первыми в списке стоят, как правило, самые важные и часто сложные дела. Я предлагаю несколько проверенных временем методов, которые помогут вам оставаться на пути к достижению цели. Один из самых мощных способов мотивации – это метод поощрения. Представьте себе уже выполненную конечную цель и подумайте о благах, которые вы получите
от ее достижения. Обещайте себе после выполнения задания маленький подарок или удовольствие, какую-то награду. Может быть, это будет вкусное угощение или прогулка по интересному месту. Все что угодно. Важно следовать этому обещанию, чтобы поддерживать свою мотивацию на высоком уровне. Но только прошу, не обманывайте своего маленького внутреннего ребенка и обязательно выполните то, что вы себе пообещали. Следующий метод – это метод якорения. Это метод активации и повышения продуктивности. Он помогает создать условия, при которых вы чувствуете себя комфортно и готовы к работе. Вспомните, при каких условиях вы обычно работаете эффективно. Может быть, это тихая музыка или абсолютная тишина, чашка кофе или чистота на рабочем месте. Например, я предпочитаю быть в абсолютной тишине, а мой муж, он любит работать под музыку. Но так как мы оба работаем чаще всего дома, он слушает музыку в профессиональных наушниках, а я наслаждаюсь тишиной в это же время. Таким образом, мы себе организовали комфортную рабочую обстановку. Создание нужных вам условий перед началом работы помогает улучшить состояние и сконцентрироваться на этих задачах. Как говорят художники, прежде чем делать эскиз, наточи карандаши. Метод хаотичности. Вместо того, чтобы начинать с самой сложной задачи, начните с более приятных или простых дел. Это создает импульс и мотивацию для дальнейших действий. Например, если у вас есть какой-то отчет, который кажется огромным, сложным, солидным, начните, с составления титульного листа или написания какого-то введения. Постепенно, когда вы окажетесь в потоке работы, более сложные аспекты будут проще идти. Этот метод немножко перекликается с прошлым. Я, например, люблю работать не только в тишине, но и в порядке. Поэтому словами из «Маленького принца» есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Перед тем, как я сажусь за работу и создаю себе атмосферу, я привожу в порядок и себя, и свою планету. И таким образом я настраиваюсь на дальнейшие дела. Не забывайте себя хвалить и отмечать каждый сделанный шаг мысленной победой, либо словесной. Следующий метод – принцип лягушки. Этот принцип гласит, что важно сначала решить маленькие, но неприятные задачи, чтобы избежать их накопления. Каждый день выполняйте хотя бы одно небольшое неприятное дело, чтобы улучшить продуктивность и сохранять порядок. Если у вас есть множество мелких дел, которые нужно сделать, например, отправка писем или оформление документации или что-то еще, решите хотя бы одно такое дело в начале рабочего дня. Это поможет вам чувствовать себя более организованными и дисциплинированными. У меня из таких скучных рутинных дел это организация моего фотопотока и вообще чистка документов, файлов на компе и в телефоне. И раз в день я выделяю 5-10 минут на эту рутину. Дело движется, чувство удовлетворения есть, и таким образом я также прокачиваю свою дисциплину. Следующий принцип – принцип слона и котлет. Большие задачи, которые кажутся сложными и пугающими, можно разбить на меньшие части – котлеты. Решайте каждый день по нескольку котлет, чтобы постепенно достигнуть общей цели. Я это называю жрать слона по кусочкам. Если вам нужно написать крупный проект или подготовить какой-то сложный отчет, сделать большой объем работы, разделите это на небольшие этапы и поставьте себе цель выполнить несколько маленьких задач каждый день. Это поможет сделать задачу более управляемой и уменьшить чувство перегрузки. Современному человеку хочется всего и сразу. Успехов в работе, счастья в личной жизни, порядка в доме, общения с друзьями, красивую фигуру, много денег и вообще красивую жизнь. Хочется все успеть и при этом часто предаться праздности. Но как ни старайся, успеть абсолютно все, увы, не получится. Рано или поздно придется остановиться и задуматься, чего хочется больше. Построить успешную карьеру, создать уют семейного очага или жить в свое удовольствие и ни от кого не зависеть. Вы будете вынуждены сделать какой-то выбор. Главное – сделать этот выбор вовремя и распланировать. Поздравляю, теперь вы знаете, как приручить свое время. Осталось сделать за малым. Выбрать цель, увидеть
себя в своем будущем, простроить путь и распланировать свое время. А у меня на сегодня на этом все. Подписка, лайк.